Всем привет! Меня зовут Закирьянова Мария. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео расскажу об основных этапах ведения работы портрета в тоне, в штриховке. Здесь у меня не стояло цели сделать его максимально таким детальным и супер фотореалистичным. То есть если мы говорим про такую законченную, завершенную работу в тоне, то это когда исчезает линия. То есть линия переходит в пятно. Про построение этого портрета я рассказывала в предыдущем видео. Если вы его не смотрели, можете посмотреть, ссылка будет в описании. Сразу отвечу на пару вопросов по предыдущему видео про построение портрета. Я рассказывала именно о построении, то есть и возникли такие вопросы, точнее это были не вопросы, а просто хейтовские комментарии, но я все-таки на них отвечу, что зачем вот так строить, можно просто на глаз. Но здесь момент такой, что не у всех получается сразу на глаз. То есть глазомер не столько развит, а чтобы его развить, то есть показать ему, а как нам нужно попасть в эти линии, то есть где они находятся, с чем мы можем их сравнить. То есть человек, который рисует на глаз, может все эти измерения, даже в будущем, вы когда будете рисовать, можно что-то подстроить, мерить, можно это делать меньше и видеть эти же пропорции, которые на первых этапах вы меряете, сравниваете, направляющие там рисуете, потом делать их просто видеть на глаз. То есть просто показывать своему глазомеру, как это должно быть, и проверяете его. То есть для этого нужно построение. Также были вопросы по скорости видео. Я их делаю скорость такую, которая комфортно было бы мне. И то есть это видео не предназначено для того, что вы сидите и рисуете, повторяя за мной. Хотя можете это делать, пожалуйста. Но это просто показать сам процесс и обобщенно сформулировать основные принципы. Ну и перейдем к нашему сегодняшнему портрету в работе в тоне. Вообще работу можно вести как от темного к светлому, так и от светлого к темному. Сначала я решила от цвета, то есть немножко проштриховала лицо, какие-то там положила основные пятна. У нее очень интересная, вот у этой девушки на этом фото, лоб. Прям там очень видно вот этот вот, как он выступает. Это классно, на фотографиях это не всегда видно. И я сразу захотела это показать штриховкой, то есть вот такой какой-то дугой. Дальше я решила пойти на волосы, потому что основная ошибка тоже, когда рисуют в тоне у начинающих, что волосы сами по себе, они всегда, если это не какой-то блонд, и как там освещен еще светом, там бывает наоборот, когда волосы светлее, чем лицо, если это какой-то темный цвет волос, рыжий, темно-русый, и так далее, они, естественно, будут прям очень сильно темнее, чем лицо. Даже темнее, вот у нее темнее блики на волосах, чем тени на лице. То есть, конечно, если найти, можно какие-то места, которые будут равны по тону, но, скорее всего, именно вот с такими темными волосами даже блики будут где-то светлее. Но зависит все-таки опять от цвета. Цвет может быть очень ярким, и блики тоже будут тогда светлыми. Но в целом, общем, то есть по пятнам смотрим, что волосы все-таки темнее, чем лицо, и поэтому я сразу их прокрываю на 2 слоя. То есть в целом я просто так всегда делаю, когда какое-то будет уже сразу заранее вижу темное пятно, и чтобы его можно сидеть и сразу проштриховывать каждый волосок, каждую прядку. Но я сначала стараюсь положить общие пятна, просто даже тональные пятна, без какого-то там сильно выделенного объема. То есть и в целом волосы, они темнее, чем лицо. Поэтому я их прокладываю такой равномерной по диагональке штриховкой в 2 слоя. И дальше уже на следующие слои я выделяю каждую прядку. То есть стараюсь не выделять каждый волосок, а вот именно по прядям и работать по общему освещению. Потому что у нее есть общее освещение, то есть это общее, это сверху свет, сверху слева, и справа такая общая тень на волосах. И перво-наперво нужно, конечно, определить ее и не углубляться в детали. То есть постепенно я здесь работала параллельно и утемняла вот эту общую тень и немного прорисовывала каждую прядку. И на каком-то таком более-менее завершенном этапе я оставляю волосы, потому что знаю, что я еще к ним вернусь, так как я сейчас наберу тон на лице и пойму, что, скорее всего, там будет недобор тона, поэтому я пока сильно их там не прорабатываю, а возвращаюсь к лицу. Сразу немножко утемнила брови, так как они такого же темного тона, как и волосы, и начала проходиться по теневой части на лице. То есть в целом у нас на всей голове есть освещенная часть и теневая сторона, как на обычном каком-то шарике или вот на яйце. У нас есть свет, есть тень, есть падающая тень, которая у нее на шее, и рефлекс. И вот сейчас как раз я набираю собственную тень вот над этой всей скуловой части боковой. Ухо заходит туда же в тень. То есть на ухе есть тоже какие-то там легкие полутона, какие-то вот эти хрящики где-то темнее, где-то светлее, но в целом оно у нас все в тени, поэтому я смело все заштриховываю. И также заштриховываю падающую тень.
Снова возвращаюсь к лицу, дорабатываю какие-то вот эти световые участки. Вот здесь у нее справа над бровью очень классная такая ступенька на лбу. То есть прям видно, как вот идет висок, и лоб тоже у нас не плоский здесь видно, а вот такой именно объемный. То есть это не всегда видно на фотографиях, конечно, это хорошо видно с натуры, на гипсовых фигурах, поэтому очень важно все-таки рисовать какой-то гипс, рисовать натуру, она более живая, и мы можем походить с разных сторон, посмотреть, где какой объем. Фото не всегда это передает. Ну и также чуть-чуть дорабатываю глаза, то есть в целом у нас глазницы, да, утоплены в черепе по конструкции, и там у нас, как правило, тень, но это уже опять-таки зависит от освещения какое. Ну и также даю легкую штриховку по светлой части лица. Там по факту она очень светлая, и я в конце даже введу фон, чтобы за счет фона подчеркнуть свет. Так же, как это делают на том же академическом рисунке, да, на тех же, например, шариках. Чтобы подчеркнуть свет, мы утемняем фон со стороны света. Это я добавлю уже в конце. Ну и постепенно, конечно, если это более детальный рисунок, наши линии должны исчезнуть. То есть у меня тут такое жесткое построение носа, да, вот видно все вот эти вот линии, границы. В идеале, конечно, их потом лучше смягчить, да, то есть чтобы они просто перешли в пятна. Я тоже некоторые из них постепенно легонько клячкой ослабляю, но в этом варианте это сильно с этим я не запаривалась. Также, да, у нас карандаш — это, наверное, самый удобный материал в плане такой мобильности и того, что его легко исправить. То есть, да, если мы что-то сделали не так, мы можем подтереть где-то клячкой, где-то ластиком, набрать еще тон, если мы не добрали, поменять карандаш и так далее. То есть, поэтому, да, начинают именно с него. Ну и вот эта вот тщательность, да, что каждый штришок, прям прочувствовать каждый вот этот полутон, именно можно через карандаш. Штриховку, конечно, желательно класть по форме лица, но где-то я чувствую, да, так могу положить и просто наискосок, если это какой-то первый, тем более, слой, который потом, скорее всего, в тени будет не видно. Вот. Если это свет, то там нужно быть аккуратным и сразу твердыми карандашами, да, прокладывать по форме лица. То есть по форме лица, да, представляя, как будто бы там стекает капелька, и вот как бы эта капелька воды обтекала лицо, она может как сверху вниз его обтекать, как по диагональке, так и перпендикулярно по горизонту. Я сейчас работаю с частями лица, то есть я утемнила боковую спинку носа, так как у нас нос — это призма носа, есть передняя, боковая и нижняя площадка, где у нас ноздри, да, то есть там как будто бы такой кубик, да, из 3 сторон, и каждая из этих сторон имеет свой тон. Самая темная, конечно, будет под носом, там будет рефлекс и падающая тень вот здесь сбоку. Также губы я тоже сразу на первые 2 слоя прокрываю полностью. Чаще всего, но опять-таки зависит от освещения, они темнее, чем кожа. Ну, там зависит от, несмотря здесь на блики только. И дальше вот прорабатываю по всему лицу. Иду сейчас больше от света к тени. То есть, да, я немного прокрыла самую светлую часть. И постепенно вот сейчас набираю такие легкие полутона вот тут на границе со светом и тенью. То есть этот вот светотеневой раздел. И дальше перехожу опять, набираю тень. То есть я смотрю, да, немножко проработала лицо, смотрю, что здесь тень опять недостаточно. То есть до этого я докладывала тень к белому листу, а тут уже к не белому, да, уже с каким-то легким тоном. И тут гораздо проще сравнивать. Потому что на самом деле верно мы все сравним, только когда у нас уйдет весь белый лист. Дальше стараюсь, да, потихонечку прохожусь по всем местам. То есть вообще в целом стараюсь работу вести одновременно везде, чтобы каких-то не было таких участков, которые сильно отстают. Есть, конечно, такой момент, когда на видео, да, очень часто популярных, делают работу от куска, то есть, допустим, сначала один такой подробный глаз, потом второй, потом нос и так далее. Но это такой, на мой взгляд, просто для привлечения внимания, то есть они какой-то функции, полезности от пятна сильно не ведет. Лучше все-таки делать от общего к частному. То есть, когда мы цельно ведем работу, видим все целиком, так гораздо проще сравнивать. Уже скорее потом, когда становитесь максимально профессионалами, можете вести работу от пятна, можно тоже так работать. В целом, никто ничего не запрещает. Но если работать от пятна, пробовать сразу, да, если только вы начинаете, то это будет очень тяжело и, скорее всего, наделаете много ошибок. Потому что все-таки классическая вот эта вот школа рисования —
это ведение работы целиком, то есть цельно. Ну, сейчас я уточняю опять какие-то детали, здесь уже более подробно работаю с губами. То есть я всегда делаю так, что сначала кладу общие какие-то цельные тени, да, то есть у носа, да, вот эти большие плоскости, а потом уже постепенно в них внутри начинаю разбираться. То есть главное, мы смотрим, что у нас цельно, допустим, одна площадка, она темнее, чем другая, например, да, боковая вот эта теневая темнее, чем верхняя, но внутри этой теневой есть еще какие-то дробления, но целиком они все темнее, чем, допустим, свет. И так во всех кусочках. То же самое с губами, да, у нее как бы одна половинка на свету, другая в тени, но цельно губы, так обобщенно, как можно сказать, темнее, чем кожа. Перехожу плавно на утемнение светораздела. Тут у нее на щеке, да, на скуле. То есть до этого я набирала тон рефлекса, ну и тон падающей тени. Тоже тут, конечно, еще не набраны до той степени, которой нужно. Вот, но уже заранее тоже постепенно набирают этот вот переход. То есть, да, вот это утемнение, границу собственной тени. То есть и по той же логике делаем, как вот если бы мы рисовали какой-то шарик или яичко, да, там тоже есть светораздел, и вот как мы его бы набирали в карандаше, тут делается то же самое. Поэтому на самом деле очень полезны такие простые академические задания. Потом их поделав, ты переходишь к тому же опять портрету и чувствуешь, насколько лучше стал твой рисунок. Дальше я снова, как только я много поработала с лицом, возвращаюсь к волосам и уже супер мягким карандашом, таким как 4B, 5B, прохожусь по ним еще раз, да, набирая еще более сильный тон, потому что появился такой более верный тон на лице, ну и волосы стали сразу как бы немного с ними сливаться, а они прям там очень темные, такие прям максимально. Также прохожусь мягким карандашом там, где я хочу сделать акценты. Это, естественно, конечно, глаза, то есть зрачки, чтобы мы визуально, да, зритель смотрел на глаза, то есть это все-таки такой самый важный акцент в портрете. Мы там создаем как раз контраст за счет вот этого света блика и очень темного, мягкого вот этого зрачка, легкой такой обводки. Ну и небольшие акценты я расставляю по всему лицу. Это, конечно, ноздри и губы. Ну и добавляю какие-то последние штрихи, сравниваю с оригиналом. Ну и в целом оставляю его таким. То есть, как видите, он не прям доработан, да, максимально до какого-то фотореализма. То есть у меня здесь не стояло такой цели. То есть я хотела именно вот такой скетч, вот такой более-менее подробным тоном. Где-то даже вот внизу на хвостике оставила такую интересную штриховку, как такая легкая недосказанность, такая как бы недоработанность. Тоже смотрится более живо и интересно иногда, чем какая-то прям максимально проделанная работа. На этом у меня все. Если вы желаете научиться рисовать и не знаете, с чего начать, приглашаю вас на свои индивидуальные уроки по рисованию. Записаться можно в любую соцсеть, ссылки есть все в описании на YouTube. И также, если у вас остались какие-то вопросы, можете написать их в комментариях в следующих видео. Я обязательно на них отвечу. Ну или, может быть, сразу вам отвечу в комментарии. До новых встреч, всем пока!